Всем привет! В данном видеоролике рассмотрим, как вводить и выводить 16-ричные числа в ассемблере. Для начала поставим такую задачу перед нами. Надо будет ввести два 16-ричных числа и вывести их в двоичном виде. Мы выводим два 16-ричных числа в 16-ричном виде, а выводим в двоичном те же самые числа. Для начала посмотрим, что значит ввести число. Ввести число значит в регистр какой-то сохранить то число, которое мы вводим с клавиатуры. То есть нам надо заполнить регистр числом, которое мы вводим. Будем заполнять регистр dx тем числом, которое мы вводим в 16-ричном виде. Для начала будем использовать укороченную директиву сегментации model small. В сегменте данных объявляем переменную message, куда заносим наше сообщение с просьбой ввести 16-ричное число из 4 цифр состоящее. Сегмент стека по стандарту, сегмент кода. Связываем сегмент данных с регистром данных путем написания этих двух команд. Затем мы сначала, чтобы корректно все выводилось, нам надо напечатать новую строку. Перейти на новую строку надо, чтобы корректно выводилось все. Не в одну строку, чтобы писались все сообщения, введите число, следующее опять введите число в одну строку. Мы напечатаем новую строку заранее. Сначала мы переводим в регистр DL 10, это ASCII код новой строки. 10, new line. Это ASCII код того, чтобы напечатать новую строку. Затем в регистр AH переводим 2. Это номер функции 21 прерывания, и эта функция выполняет вывод на экран то, что находится в регистре DL. Мы перевели в DL ASCII код новой строки, потом в AH2 и вызываем 21 прерывание командой int21h. И тем самым выполняется вторая функция 21 прерывания, которая выводит на экран все то, что находится в регистре DL. В данном случае ASCII код новой строки. Тем самым на экране напечатается новая пустая строка. Но затем, чтобы строку напечатать недостаточно, надо еще перевести курсор на начало этой новой строки. Мы в DL передвигаем move DL 13. 13 это ASCII код перевода каретки на начало строки. Курсор на новую строку перевести, значит, на начало строки курсор перевести. И вызываем также 21 прерывание. Выполняется вторая функция, так как с регистром AH мы ничего не делали, там до сих пор осталась двойка лежать. Мы вызываем прерывание, выполняется вторая функция. На экран печатается то, что находится в регистре DL. В данном случае переводится курсор на начало строки. Далее мы выводим на экран сообщение с просьбой ввести число. Для того, чтобы вывести сообщение, уже другая функция нужна. Мы в AH передвигаем 9, это 9-я функция 21 прерывания. Она выводит на экран символы до тех пор, пока не встретит знак окончания $. $, значит закончить вывод на экран. Если не будет $, она будет бесконечно печатать, уйдет за границу уже вот этой переменной и будет какой-то мусор печатать, пока там не встретит $, и не остановится. Для этого мы в конце строки напечатали $, чтобы она напечаталась только до сюда, а дальше не печаталась. Мы в dx переводим адрес нашей переменной message, offset message, значит адрес этой переменной переместить в dx, именно адрес. Offset значит переместить адрес. И вызываем 21 прерывание, выполняется 9-я функция, печатается все, что находится в DL, в dx в этом случае, а там у нас находится адрес вот этого сообщения. И он начинает печатать до тех пор, пока не встретит $. Как встретит, он остановится и придет сюда. Далее мы очищаем регистр AX командой исключающая или. XOR это исключающая или, так как исключающая или дает 0 даже тогда, когда единица, XOR единица, мы как бы побитого и регистр AX умножаем на себя, и так как у него все биты совпадают, станут все биты нулями. Мы тем самым обнулили AX, очистили его. Затем нам надо уже начать вводить наше число. После вывода сообщения нам надо начать вводить число. Мы в AH передвигаем номер функции 21 прерывания. Первая функция 21 прерывания, это значит ввести с клавиатуры какой-либо символ. И вызываем 21 прерывание. Тем самым у нас на экране отобразится ожидание ввода символа с клавиатуры. Как только мы нажмем какую-то кнопку,
в регистр AL запишется ASCII код того символа, которого мы нажали на клавиатуре. Затем у нас в AL хранится уже какой-то код символа, цифры, которые мы ввели. В DH передвигаем, так как мы заполняем регистр DX, мы передвигаем в старшую часть DX, DH, AL. Это будет первая цифра, которую мы заполняем. Затем в регистре DH у нас находится ASCII код того символа, которого мы ввели с клавиатуры. Допустим, мы ввели единицу, а в DH будет лежать 49, ASCII код единицы. И чтобы получить ту единицу в десятичном виде, нам надо выполнить преобразование с ASCII кодом числа. Надо сначала вычесть из DH 30h в 16-ричном виде. Если в десятичном, то будет 16 умножить на 3 равно 48. Мы из DH вычитаем 48, тем самым у нас получится десятичная цифра. То есть ASCII код единицы 49, вычитаем 48, будет наша единица. ASCII код 0 48, вычитаем 48, будет 0, наш 0. Вот мы вычли 48, получилась цифра десятичная. Далее сверяем эту цифру с девяткой и смотрим, если она меньше, чем 9 или равна девятке, то мы переходим на метку M3, jump less команды. Она сверяет результат сравнения. Если в DH меньше 9 или равно, то мы переходим на M3, jump less, jump меньше. Но если она не меньше, а больше 9, если число получилось, допустим, не 9, после вычета 47 не 9, а 10 число получилось, или 11, 12, это получается у нас уже в 16-ричном виде должна быть буква. Если цифра 10 в десятичном, то буква А, цифра А в 16-ричном виде. Для этого мы вычитаем еще семерку в 16-ричном виде из DH, вычитаем еще 7. Тем самым у нас получится 16-ричная цифра. Вместо десятки буква А будет. Это если у нас больше 9. Далее, если меньше, сразу переходим на M3, минуя этот вычет. Далее мы заполнили одну цифру в наш регистр DH, в старшую часть DX. Одну цифру. Далее в регистр CL передвигаем 4H. Регистр CL это регистр для работы со сдвигами, счетчиками. Потом сдвигаем все биты DH на 4 бита влево. Так как одна 16-ричная цифра занимает 4 бита в двоичном виде, мы эту цифру сдвигаем в левую часть DH, чтобы освободить место для ввода второй цифры. В левые 4 бита DH будут нашей первой цифрой, вторые 4 бита DH регистра будут второй цифрой. Shift Left значит сдвинуть налево все биты вот этого регистра DH на то количество, которое в CL. В правом операнде. Потом мы это все сдвинем, и теперь мы можем ввести вторую цифру нашего 16-ричного числа. Снова вызываем прерывание, 21 прерывание, int21h вызвали, и с клавиатуры написали нашу цифру вторую, вычли из нее 30 в 16-ричном виде, сравнили с девяткой, и если меньше или равно, прыгаем на M4, а если больше, то еще вычитаем семерку, чтобы получить 16-ричную цифру. И далее уже add DH AL. Мы в DH добавляем нашу вторую цифру, так как мы ранее сдвинули на 4 бита в DH все биты на 4 бита влево, то есть первую цифру, которую мы ввели, мы сдвинули левее, у нас справа освободилось место для второй цифры. И мы складываем DH с AL, тем самым на правые 4 бита занесется наша вторая цифра, которую мы ввели с клавиатуры. И DH у нас будет хранить две наши первые цифры нашего 16-ричного числа. Далее нам надо заполнить будет вторую часть DX. DH это старшая часть DX, DL младшая часть регистра DX. Нам надо дальше будет еще две цифры осталось, потому что из 4 цифр число состоит. В DL их занести. Последние две цифры занести в DL. Мы также move AH1H. Первая функция 21 прерывания, с помощью которой вводится символ из клавиатуры. Вызываем 21 прерывание. Уже в DL, если мы тут move DH, AL, в DH результат ввода с клавиатуры переводили, то тут в DL переводим AL. В DL у нас будет храниться вторые две цифры 16-ричного числа. Мы AL передвигаем в DL, вычитаем 30, чтобы получить десятичную цифру. Сравниваем меньше или равно 9, если меньше или равно, прыгаем, минуя вычет.
иначе же мы вычитаем еще семерку, чтобы получить 16-ричную цифру вместо 10-ричной. Потом также в CL передвигаем 4, сдвигаем влево все биты DL уже регистра на 4, тем самым мы первую цифру, уже третью цифру получается в DL, ну в DL это будет первая цифра, сдвинули на 4, и правую часть DL, правые 4 бита DL освободились для ввода нашей четвертой цифры, но второй цифры в DL. Вызываем 21 прерывание, так как 1H у нас до сих пор в AH хранится, не двигаем заново. Также вычитаем из AL, куда мы ввели нашу цифру, вычитаем 30, сравниваем с девяткой, вычитаем семерку, если надо, или минуя вычет, прыгаем на M2. И уже складываем с DL AL. Вот тут мы складывали с DH AL, а тут с DL AL. Тем самым после этого сложения в DH у нас будут первые наши цифры, левые две цифры, а в DL правые две цифры 16-ричного числа. И тем самым регистр DX будет хранить 4 цифры нашего 16-ричного числа, которое мы ввели с клавиатуры. Далее надо вывести это число в двоичном виде. Нам нужен цикл. Для этого в регистр CX передвигаем число 16. CX это регистр для работы с циклами, с счетчиками, с передвижениями, со сдвигами. Почему 16? Потому что 16-ричное число у нас состоит из 4 цифр. Каждая цифра 16-ричная в двоичном виде разделяется на 4 цифры. Получается 16 двоичных цифр будет. Поэтому 16 итераций выводим. Потом надо освободить регистр DX. В BX мы переносим в BX DX в BX. И из BX мы уже будем брать то число, которое мы выводим. А DX освобождаем, так как нам надо будет печатать пробелы между цифрами. Только из регистра DL можно выводить на экран что-либо. Наши цифры мы будем печатать из DL же. И для этого мы освобождаем в BX наше число заносим, а DX освобождаем, чтобы с помощью него печатать символы на экран. Потом в AH переносим 2H, это вторая функция 21-го прерывания, чтобы выводить на экран то, что находится в DL. Затем делаем корректировку перед выводом. В DL переводим 32, это ASCII код будет пробела. И вызываем int 21h, чтобы напечатать пробел на экране. Чтобы слитно не было, после того, как мы ввели сразу же наше число, мы пробел печатаем. И далее заходим в цикл, метку объявляем какой-нибудь M5, допустим. Сначала мы в DL переносим 0, обнуляем DL, чтобы нам начать выводить число, чтобы не смешалось с другим числом никаким. Мы обнуляем его, чтобы туда та цифра, которую мы будем выводить на текущей итерации, поместить потом. Затем делаем такую операцию SAL BX1. Это значит, что сдвинуть все биты регистра BX влево на единицу, а тот бит, который слева выйдет за границу, попадет в carry flag. То есть мы в двоичном виде, эта операция в двоичном виде выполняет сдвиг всех битов регистра BX, ну или не только BX, который расположен в левой части левого операнда, на единицу, потому что здесь мы единицу указали. И тот бит, который выйдет за границы, 0 или 1 это будет, так как в двоичном, он попадает в carry flag. И тем самым в carry флаге у нас будет тот бит, та цифра, которую мы сейчас должны будем напечатать на экран. И мы выполняем такую операцию edc del 30h. То есть мы добавляем 30. Если мы тут вычитали 30, чтобы получить десятичную цифру, то теперь нам надо получить ASCII код той цифры, которую мы собираемся печатать на экран. Поэтому мы складываем 30h в DL. И еще плюс carry flag. edc это значит add carry. Мы складываем 30 и плюс carry flag. А в carry флаге у нас хранится значение той цифры, которую мы должны будем напечатать. 0 или единицы. Мы сложили 30 плюс 1 или 0. Получилось либо 48, либо 49 код. Либо 0, либо единицы. Так carry flag будет либо 0, либо единица. Тот бит, который выйдет за границу в BX при сдвиге в BX, будет либо 0, либо единица. И мы вызываем int 21h, напечатать на экран. Вторая функция у нас уже заложена туда. Мы печатаем на экран то, что в DL будет либо 0, либо единица. Тем самым все число выведется на экран. Как работает цикл? Вот мы написали M5, потом пишем те команды, которые должны быть в цикле,
И конец цикла пишем как loop m5. Loop и та метка, на которую мы хотим возвращаться, чтобы наш цикл, откуда начинается наш цикл. С m5 начинается и идет на m5 все время. CX мы передвигали 16 для того, чтобы 16 раз вывести на экран 16 цифр. Когда он дойдет до слова loop, из CX сначала вычтется единица, потом сравнится. Если CX будет равен нулю, значит цикл закончен. А если он не равен нулю, он пойдет обратно на m5, пройдет все, вычтет единицу и сравнит. Если равен нулю, то выйдет из цикла. Вот мы дойдем до нуля, так 16 раз пройдем и выйдем сюда. И это будет одно число 16-ричное и один раз выведется. Но нам надо два числа. А для этого надо весь код вот этот ввода и вывода числа тоже в цикл обернуть. Для этого мы перед тем, как начинаем печатать новую строку, чтобы красиво все выводилось, здесь мы пишем move cx2. Cx это регистр для работы со счетчиками, с циклами. 2 итерации у нас будет два числа, потому что мы move cx2 пишем. И объявляем метку, откуда начинается цикл ввода и вывода нашего числа. Здесь мы объявили метку и пишем такую команду, как push cx. Это значит сохранить в стеке значение cx. Так как мы здесь тоже выводим на экран число, если мы не сохраним в стеке старое значение cx, двойку, то у нас она перезапишется этим числом 16, и неизвестно, сколько итераций у нас будет выводиться вообще чисел. Может быть, зациклится и бесконечно будет просить ввести новое число. Поэтому мы сохраняем старое значение cx в стеке push cx. И затем, после того, как здесь цикл обработается весь, move cx 16, здесь это все сработает, мы достаем командой pop cx, мы достаем из цикла, из стека наше сохраненное в нем число. В данном случае на первой итерации это будет двойка. И тем самым у нас не потеряется та итерация, какая у нас сейчас выполняется. Затем, когда тут дойдет до loop, он вычтет из двойки единицу, станет единицей, сравнит cx равно ли нулю, не равно, и пойдет еще на одну итерацию. Также сохранит уже единицу в стеке. Вот это все, весь код выполнится, тут выведется на экран, достанет единицу, вычтет единицу, сравнит, что это 0, да, и выйдет из этого цикла. И тем самым у нас напечатается два числа в двоичном виде, а введется в 16-ричном виде. И тут стандартный выход из программы. Такие две команды, это значит выйти из программы. Сейчас давайте посмотрим, как она будет работать, эта программа. Запускаем такую программу, как называется EMU8086. EMU 8086 называется эмулятор 8086. И тут запускаем emulate и жмем run. Вот у нас, как мы и говорили уже, выполнился вот этот код, напечаталась новая строка. Мы сразу со второй строки начинаем вводить. Потом выполнился этот код, напечаталось сообщение. До доллара дошла и прекратила печататься. Что введите, просит ввести число. Вот anti-21h сработало, и он ждет ввода числа. Первая функция, 21 прерывания, ввод числа. Сейчас мы пишем нашу первую цифру. Допустим, введем все буквы F, должны быть все единицы в двоичном виде. F. Вот мы написали F. Он дошел, выполнил вот этот код, вычел 30, сравнил с девяткой, увидел то, что это больше, чем 9 в десятичном виде. Еще вычел 7, и у нас получилось, и потом сдвинул влево, DH сдвинул влево. И тут можно видеть в регистре DH, в старшей части регистра DX, слева находится F, наше число, которое мы ввели, сдвинутое уже. Изначально оно было на этой позиции, на правой, но мы сдвинули Shift Left на 4 бита, мы сдвинули эту цифру. И теперь дошли до ввода второй цифры, вот здесь уже. Также вводим F. Тоже он выполнил весь код, вычел 30, потом еще вычел семерку, и уже не сдвигая, выполнился вот этот сложение. Мы сложили DH-AL. Так, первый раз мы сразу в DH перевели, чтобы потом перевести еще левее. А второй раз мы в AL выполнили все преобразования и сложили с DH, потому что если бы мы в DH второй раз перевели цифру, то она бы стерла первую цифру. А так мы делали
в AL все преобразования, вот эти вот мы уже в AL делали, и потом сложили add DH AL. И в DH получилось FF, две наши цифры. Ждет теперь ввода третьей цифры. Также напишем F. Вот он остановился, move H1H и ждет ввода третьей цифры. Вводим F. Вводим F. Вот, мы также перевели F в DL, вычли 30, сравнили с девяткой, больше 9, вычли еще 7 и перевели на 4 бита влево. Вот, видно DL, F, переведенный на 4 бита влево. Далее также мы ждет ввода третьей, четвертой цифры уже. Мы пишем F. Когда мы напишем F, он сразу начнет выводить. Но сейчас объясню, что будет происходить. Мы напишем, уже в AL произведем преобразование, вычтем 30, сравним с девяткой, вычтем еще семерку и добавим в DL AL. И в DL станет также две цифры. В DH две первые цифры, которые мы ввели, в DL вторые две цифры. Тем самым регистр DX будет заполнен нашими 4 цифрами. Будет FF. Сейчас я напишу четвертую цифру F, и у нас пойдет вывод в двоичном виде. Вот он вывел, дошел уже, получается, вот это выполнилось, и выполнился вот этот цикл автоматически. И получилось все единицы. То есть он выполнял сдвиг из BX влево на единицу, и тот бит, в данном случае всегда единица, она выходила за границу влево и попадала в carry флаг. Если нажать отобразить флаги, то вот он, CF, carry флаг, становился всегда единицей. Когда происходил сдвиг SAL BX1, мы сдвигали все биты влево, и тот бит, который за границу выходил, попадал в carry флаг. В этот флаг. Значение флага изменялось на единицу. И мы тут складывали add C, add carry, del 30h плюс значение carry флага. Значение вот той единицы. И тем самым мы выводили единицу 16 раз. Сейчас можно какое-нибудь другое число ввести. Допустим, просто все единицы, если ввести, должно быть просто 3 нуля, 1 единица. И так 4 раза. Мы вводим 1, 1, 1. Он вводит, да. Первое число наше 3 нуля единица, второе 3 нуля единица, третье 3 нуля единица, четвертое 3 нуля единица. Вот так не очень-то уж и сложно происходит ввод и вывод чисел на ассемблере. В комментариях напишите, помогло ли вам данное видео, было ли полезным. Также можете ознакомиться с другими видеороликами на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.